Я бы хотела поделиться с вами несколькими историями, которые произошли со мной за последний год. Замахивается рукой и ударяет. Во время моего дежурства по школе меня переставили на этаж, где кабинеты начальных классов. Их останавливаешь, они либо просто тебя игнорируют, либо посылают матом. И ты такая, класса до 8 я считаю, о боже мой, ты ругаешься матом, отброс. Но нельзя не заметить, что школьники в старших классах в основном разговаривают, конечно же, с матом. Если честно, иногда смысл этих предложений мне абсолютно непонятен, потому что там слишком много матных слов. Но когда то же самое делают дети в младших классах, что? История заключается в том, когда я вот так рукой преградила мальчику путь, он меня укусил. Способы самозащиты. И нет, я вам расскажу еще одну очень веселую историю. У нас в школе есть такое место, где дверь открывается так, что между стеной и дверью достаточно места, чтобы спрятаться. Очень излюбленное место младших классов, они туда часто ходят, плачут, разговаривают по телефону и так далее. Когда я разговаривала с подругами, как раз таки около этого места между нами прошла девочка и начала разговаривать, собственно, за дверью. Некоторое время спустя она выходит и говорит, подслушивать нехорошо. Мы не могли ее подслушать, так как разговаривали друг с другом. Внимание, что происходит дальше? Ладно, если бы она просто ушла. Но эта девочка замахивается рукой и ударяет мою подругу по щеке. Сказать, что мы были шокированы, не сказать ничего. Думаю, что вы бы чувствовали себя так же, если бы такое произошло с вами или вашими друзьями. Больше всего мне жалко мою подругу. Думаю, это очень больно. Следующие две истории связаны как раз таки с моими одноклассниками. Вы должны их услышать. Перед началом я хочу сказать, что у меня такие не очень хорошие отношения с одноклассниками. Я почти ни с кем не общаюсь. У меня в классе нет друзей. Наш класс должен был пойти в больницу. И нас должна была сопровождать женщина, работница школы. Она нам объявила, когда нужно собираться около раздевалки. Но время было неправильным. И поэтому, когда я туда пришла, ее там не было. Соответственно, она должна была прийти за нами и сообщить другое время или забрать. Когда это время настало, в классе меня не было. Никто мне, соответственно, не сообщил. Это была случайность, когда я увидела классного руководителя и весь одетый класс, и поэтому пошла одеваться сама. Мы вышли. Смотрю, куда-то пропала полкласса. Потом куда-то пропала еще половина. Я пыталась себя утешить мыслью, что ну ладно, беспокоиться не о чем. Все равно нас ведет эта женщина. Через какое-то время я решила посмотреть, где эта женщина. И поняла, что женщины этой нет. Куда она делась, я не знаю. Но все-таки я продолжила путь вместе с этой кучкой людей. По дороге я думала, зачем они идут туда, если по другой дороге короче. Мы пришли на остановку. Денег у меня, конечно же, не было. Их никто, конечно же, тоже одалживать не собирался, поэтому я даже не стала спрашивать. Я начала рыскать в рюкзаке, может быть, что-нибудь и найду, но так я ничего и не нашла. Смотрю, все куда-то исчезли. Меня оставили одну на остановке. Обожаю. Вот это моя самая любимая история. Я бы могла пойти по короткой дороге, но так как я была уверена, что впереди идет та женщина, я думаю, что все в порядке. Поэтому мне предстояло пройти путь в 2 раза больше, чем если бы я пошла сразу по короткой дороге. Мне предстояло пройти около 2 километров за 20 минут. Сначала я, конечно, очень растерялась, запаниковала, но потом я поняла, мне нельзя терять время, так как другого выбора у меня просто не было. Я успела прям впритык. Целеустремленность. Ну и завершающая история, она, конечно, не такая веселая, да, хотя бы самая безобидная. У нас не было учительницы истории, и, соответственно, урок перенесли в другой кабинет к другой учительнице. Она приходит и говорит, чтобы все подошли в такой-то, такой-то кабинет. Проблема в том, в классе была только я. И она мне сказала передать это всему классу. Класс! Я не знала вообще, что делать. Весело. Я вообще не знала, как это передать. Как я уже упоминала, в классе я почти ни с кем не общаюсь. Поэтому, когда все уже более-менее собрались, я рассказала это одной девочке, с которой более-менее общаюсь. Она мне говорит: нет, урок будет здесь. Но я говорю, что учительница мне так сказала. Она такая говорит: нет. Я просто сказала ладно и пошла одна в тот кабинет. Учительница меня спросила, где весь класс. Я ей так и сказала. Мне не поверили. И она уже пошла сама за всем классом. Я очень надеюсь, вам понравилось это видео, и вы его оцените.